course, there are many objections Есть to много psychology. возражений относительно психологии. There are objections in both directions. Есть возражения в обоих направлениях. There are Christians who do not like psychology, Есть христиане, которые не любят психологию. and there are psychologists that don't like Christianity. И есть психологи, которые не любят христиан. Again, in both cases, often that's because they don't understand each other, И в обоих случаях это часто потому, что они не понимают друг друга. but sometimes it's because they do understand each other. Но иногда это потому, что они понимают друг друга. And they realize that the goals of the other are not the same as theirs. И они осознают, что цели других не такие, как у них самих. And that sometimes people object to psychology because they believe that people are using psychology to attack Christianity. Иногда люди имеют возражения против психологии, потому что они считают, что кто-то может использовать психологию с целью нападения на христианство To destroy our faith in God, и с целью разрушения нашей веры в Бога, to weaken our morals. и с целью того, чтобы ослабела наша мораль, To take away the authority that the church has in people's lives. и с целью того, чтобы убрать власть, которая есть у церкви в жизни людей. So so that sometimes is the reason for some people to practice psychology. И иногда именно по этой причине люди практикуют психологию. But we as Christians, I think, do well to study psychology like we do other sciences, Но мы, как христиане, изучаем психологию так же, как мы изучаем другие науки, to learn what we can, с целью изучить, узнать то, что мы можем узнать, and things that we can use, и получить для себя то, что мы можем использовать, with the purposes of helping people с целью оказания помощи людям, and to glorify God. и с целью прославления Бога. But I think that some people think of psychology sometimes as another religion. Но я понимаю, что многие люди рассматривают психологию иногда как еще одну религию. That is, well, psychology and religion both have to do with what we believe. Но да, и психология, и религия имеют дело с тем, во что люди верят. And I think many people in the sciences, and not just in psychology, but other sciences too, Но многие люди, не только в психологии, но и в других науках, will say, we don't have to believe in God anymore. скажут, нам не нужно больше верить в Бога. Now look at all the things we can do Посмотрите на все, что мы можем делать with science. с помощью науки. And God is getting smaller and smaller and И Бог smaller. становится меньше и меньше и меньше. And man is getting bigger and bigger И and человек bigger. становится больше и больше и больше. Like And look at all- Babylon, like Babylon. Right. Like, И человек становится меньше, больше, больше и больше, а Бог становится меньше, меньше и меньше. right. And so why do we need God anymore? И почему же зачем нам вообще так-то нужен Бог? Some people have said that. Кто-то мог бы сказать. Was it Nietzsche? Nietzsche? Ницше. Nietzsche said God is dead. Ницше говорил, что Бог умер. I'm not sure exactly what he meant. Я не совсем понимаю, что он имел в виду. And from what I understand, a lot of people don't understand Nietzsche anyway. И как из того, что я вижу, многие люди вообще не понимают Ницше. But it gives voice to the idea that we don't need God anymore. Но это озвучивает идею, We have these которая заключается в том, что нам больше не нужен Бог. other things that we can believe in. У нас есть всякие разные вещи, в которые мы можем верить. And, well, God calls that in the Bible Бог называет это в Библии idolatry. идолопоклонством. Idolatry is believing in anything else besides God. Когда мы верим во что-либо другое, помимо Бога. So there are many people who are pastors and other theologians Есть множество людей, которые являются пастырями или другого рода теологами, who are uncomfortable with psychology которым некомфортно в психологии, and who are suspicious of psychology которые подозрительно относятся к психологии, because they see this tendency. потому что они видят эту тенденцию. And I would say in answer to them, Но я бы сказала, отвечая им, as I've suggested, yes, some of what you say is true. как я уже предположил, говоря, что что-то из того, что вы сказали, является правдой. There are people who are using some of the discoveries of psychology, Есть люди, которые используют некоторые открытия из психологии, and they believe that it takes away the necessity to believe in God. и они верят, что это забирает необходимость верить в Бога. But I would also say that there are things that psychology has discovered Но я также сказал бы, что есть то, что
те открытия, которые в психологии уже сделаны, that can be useful to us. которые могут быть полезными для нас. And why should we not use the things that are useful to us as Christians И почему бы нам не использовать то, что могло бы быть полезным для нас, как христианам, to help people для того, чтобы помочь людям and to glorify God? и прославить Бога? We gave you an example the last hour Мы давали вам пример уже в течение прошлого занятия about the research that's being done regarding forgiveness. об исследованиях, которые проводились на тему прощения. For me, that teaching about forgiveness gave me an additional, what should I say, additional knowledge Для меня это обучение на тему прощения предоставило мне дополнительные знания and it expanded my understanding of what forgiveness и really расширило is. мое понимание того, в чем суть прощения. And it did not contradict anything that the Bible taught me, И это ни в чем не противоречило тому, что моя Библия обучала меня, but it deepened my understanding но это углубило мое понимание of the benefits that we get from forgiving others. преимуществ, которые мы получаем, прощая других. And this is an example where psychology and Christianity can work together. И это пример того, как психология и христианство могут работать вместе. They can't always, Это не всегда возможно. and I think we need to be careful in how we bring those two together. И нам нужно быть очень бережными в том, как мы их вместе совмещаем. And sometimes they don't come together И иногда они не работают вместе, они не могут сработаться. because it's as if sometimes they speak different languages, И это может напоминать то, как будто они иногда говорят на разных языках. and they're not always talking about exactly the same thing. И они не всегда говорят об одном и том же. Right. For instance, well, as we were talking before, the question of sin and sickness Например, как мы говорили ранее, вопрос греха и вопрос болезни. come from different worlds, really, Они происходят из разных миров. and they're not necessarily even talking about exactly the same thing. И они не всегда говорят об одном и том же. But for those who have objections against psychology, I have a couple other things to say. Но для тех из нас, у кого есть возражения против психологии, у меня есть еще кое-что, что я хочу сказать. That there are times when the scientific and even the psychological interventions will work, Бывают ситуации, когда научные и даже психологические интервенции срабатывают, when some of our spiritual interventions don't work as well. в то время как некоторые из наших духовных интервенций могут не помогать. That there are things that they've discovered. For example, К примеру, one example would be psychiatric medications. один из примеров это психиатрические медикаментозные препараты. When sometimes, as I gave you an example of that a couple days ago, Я вам приводил пример, если вы помните, пару дней назад, where our prayers for this man to stop hallucinating did not work to help когда him. наши молитвы, направленные на то, чтобы помочь человеку испытывать галлюцинации, не сработали. But we got him to the hospital. Но когда мы его отвезли в больницу, Maybe God answered our prayer возможно, Господь ответил на нашу молитву именно через это, by sending us to the hospital. направляя нас в больницу. So God is in control anyway. Господь в любом случае контролирует то, что происходит. It's just to say that there are things that psychology can provide us that maybe the church and our pastor cannot. Но просто хочу сказать, что психология нам может предоставлять то, что нам иногда не может предоставлять наша церковь и пастырь. But that leads to another thing I have to say about in answer to those who object to psychology. Но это приводит еще к вопросам, которые являются ответами для тех, кто имеет возражения против психологии. That we are careful that we're not objecting to psychology just because we want the power and not them. Нам нужно быть очень бережными в наших возражениях против психологии, потому что если эти возражения основаны просто на том, что мы хотим обладать властью, просто из принципа, что это мы, а не они. No, I want to do the counseling, Нет, я хочу проводить not консультирование. you. Не ты. I want people to think that I'm mighty and important, Я хочу, чтобы люди думали, что именно я важный и значимый. not you. Не вы. These are my people. Это мои люди. They're not your people. Это не ваши люди. You see, we get a little bit jealous of Мы our. можем ревностно относиться к нашим людям. This is my backyard, Это мой двор. not yours. Это не твое пространство. And I would also say that in the end,
Я могу сказать, что в конечном итоге, when we talk about the kinds of knowledge that there are, когда мы говорим о разных видах знания, которые существуют, before we talked, for instance, about general and special revelation, до того, как мы говорим о особых и о общих и о специальных откровениях, that if scientific research is done correctly, если психологические, если научные исследования проводятся корректно, and it finds something that is true, и они обнаруживают что-то, что является правдой, then that is not going to really conflict with anything the Bible says. тогда это не будет конфликтовать, не будет противоречить ничему, что говорится в Библии. A philosopher a few years ago said, all truth is God's truth. И как сказали некоторые философы, как говорили они раньше, вся правда – это Божья правда. It doesn't matter where it comes from. Неважно, откуда она происходит. In this regard, too, I would like to say that I believe that being a psychologist has helped me to be a better pastor sometimes. И в этом смысле я хочу сказать, что тот факт, что я являюсь психологом, иногда мне помогало лучше выполнять свою работу как пастыря, быть лучшим пастырем. I believe it's improved my preaching Это улучшило то, как я проповедую, because it's helped me to empathize with and understand people in the Bible. это лучше мне помогло иметь сочувствие, лучше понимать людей, про которых говорится в Библии. And how those people are very much like us. И насколько эти люди во многом похожи на нас. And I see how God worked in their lives, И я вижу, как Господь работал в их жизнях. and I say, yes, God can work the same way in our lives И я too. вижу, что Господь может подобным образом работать и в наших жизнях. So the understanding of people and of human nature И понимание людей, человеческой природы can even be of help to us in our spiritual work. может быть очень полезным для нас, в том числе и в нашей духовной работе. Let's take the other side of the argument. Давайте рассмотрим другой аспект данного конфликта. The other side of the argument is that when psychology objects to Christianity. Это тот аспект, который касается возражения психологии против христианства. And I would say one of our best arguments for Christianity И я бы сказал, что одним из наших наилучших аргументов за христианство is that Christianity makes people's lives better also. заключается в том, что христианство помогает людям жить лучше, It's улучшает их жизни. been my example that Christians have mental illness problems. Да, у христиан тоже бывают проблемы с психическим здоровьем. People have anxiety. У Christians have anxiety. у христиан есть тревожность, And Christians get depressed. у христиан бывает депрессия. But it's been my experience that Christians, when they get depressed Но в моем опыте, когда у христиан возникает депрессия, or have anxiety, или когда у них возникает тревожность, that in general they don't go down as far в моем опыте они не падают так низко, and they don't stay down as long и они не остаются в этой яме условно так долго, as non-believers who have similar как problems. могут находиться в ней неверующие, у которых могут быть подобного рода проблемы. I think that might be because non-believers don't think they have anyone to help them. Anyone to help them. Возможно, частью причины здесь является то, что неверующие считают, что нету никого, кто мог бы хотеть им помочь. But Christians believe that they have God to help Но them. христиане верят, что у них есть Бог, который хочет им помочь. Now, from a psychologist's viewpoint, Но с точки зрения психологов, it's the belief they have in God. это That вера, которая helps у них them. есть в Бога, которая помогает им. But from the Christian's viewpoint, no, it's really God. Но с христианской точки зрения нет, это на самом деле Бог. It's not just that I believe in Him, Это не просто то, что я верю в Него, but He really is there and He really is helping me. но Он есть, и Он действительно помогает мне. But even so, this is a way to answer the psychologist who has objections against Christianity. Но даже если мы смотрим на это так, этого уже достаточно для того, чтобы ответить. Это своего рода дает нам возможность ответить тем психологам, которые возражают против христианства. Maybe they're wrong, Возможно, они ошибаются, but но their lives are pretty good because of this faith they have in God. даже те христиане, которые верят в Бога, может быть, с точки зрения психологов, они не правы, но они ошибаются, да, в своей вере, но их жизни все равно в целом лучше. They do have their problems, У них, конечно, есть их проблемы, just like everyone. как у всех остальных. But you have to admit that they seem to have
ability to solve their Но вы problems. должны признать, что у них есть способность решать их проблемы. And they also have a model to follow. И у них также есть модель, которой они могут следовать. They have instructions in their holy book У них есть инструкции в своей священной книге about how to live well, о том, как правильно жить, как How to хорошо жить, how to have good families, как иметь хорошие семьи, how to be good employees, как быть хорошими работниками, and how to be good friends. как быть хорошими друзьями. I want to talk a little bit. I've spoken in good terms about Alfred Adler, Я хочу немножко поговорить в хороших терминах об Альфреде Адлере. but I want to talk about some limitations. Я уже говорил много хорошего о нем, но сейчас я хочу сказать вам об ограничениях. Might help you to get 1 Mhm. Corinthians 2. Сейчас первое послание Коринфянам, 2 глава, с 12 по 16 Especially стих. verse 4. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надо судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. We have the mind of Christ. У нас есть ум Христов. So this is different. И это в этом отличие. There is a way in which the spiritual realm and the natural realm do not talk to one another. Есть контекст, в котором духовный мир и мир природы или приверженцы этих двух подходов не говорят друг с другом, не соприкасаются.